Нелегко быть богатым ребенком. Что хорошего, когда у тебя есть все, но нет самого главного – друзей. Так, вы уловили нотки сарказма, надеюсь? Его в этом ролике будет много. Это старый видик, время вспомнить одно забавное кинцо с Маколеем Калкиным, богатенький Ричи. Да, многие смотрели этот фильм. После «Один дома», наверное, самая известная лента с Калкиным, когда тот был еще юным обаятельным мальчиком. Занятно, что, играя роль самого богатого ребенка на планете, Калкин был недалек от этого статуса в реальности. Ко времени съемок этого фильма его гонорары за роль выросли до $8 миллионов. После этого фильма актер взял перерыв в 9 лет. Такой скачок во времени, у него были детские роли, потом уже сразу взрослые, а вот подростковых не было. Вообще, что это за штука богатенький Ричи? Да, я уже привык к этому переводу, но звучит это примерно как «Муравей Антц». Начало этой франшизы восходит к комиксам, что с 1960 года выпускали Харви. Те же ребята, что издавали Каспера. Хотя как персонаж Ричи Рич был известен с 1953 года. Про Ричи был и мультсериал. Я не смотрел, но точно помню, что впервые про персонажа я услышал именно из рекламы этого мульта на кассетах Екатеринбург Арт. Купите вашему ребенку видеокассеты с приключениями Ричи и его друзей. Ну и в 90-х богатый пацан добрался до большого экрана. Богатенький Ричи рекомендован к просмотру самым юным зрителям. Взрослый человек может быть в замешательстве, если не абстрагируется и сразу не примет ряд условностей. Это детское, пренаивное, глуповатое кино, поэтому тут все происходит именно так. Серьезно, начать с того, насколько гиперболизирован богатый статус Ричи и его семьи. Помимо огромного поместья и богатого убранства, здесь все кричит о культе денег. На газоне фигура в форме доллара. У ребенка золотые соски и погремухи, а над колыбелькой кружатся купюры и монеты. Личный самолет семьи называется $1 миллиард, собственно, как еще. Если есть мобила, то непременно золотая. Собака главного героя носит кличку Доллар, и она вся в знаках валюты. Послушайте еще, как родители сюсюкаются с младенцем Ричи. Скажи, у меня будет много денег. Наверное, у этой семьи вместо туалетной бумаги бакс, а рядом с бриллиантовым унитазом стоит золотой ёршик. Ой, куда-то не туда занесло. Ребенок прилетает на официальное мероприятие, конечно же, на вертолете. Даже лимузин как-то мелко. Хотя в будущем он в эти места спокойно заезжает на авто. Есть ли во всем этом перебор? Как ни странно, нет. Такая гиперболизация — это фишка и своего рода стёб. Это во-первых. А во-вторых, все-таки дань канону, комиксам и мультсериалу. Но есть опасение, что зритель, который только из фильма знакомится с этой вселенной, может впасть в ступор от того, как это глупо смотрится в игровом кино. Семья Ричи невероятно богата, даже сильные мира сего обращаются к ним за займом. Президент? А какой? Наш, сэр. Будет просить деньги. Да, я охренительно богат. Родители Ричи знаменитые, влиятельные, могущественные. Их поместье — это как мини-королевство. Рождается сын, и монарх спешит порадовать чернь этой новостью. У меня сын! Но в то же время Ричард и Реджина Рич — это очень добрые, душевные люди и совсем не кичатся своим богатством. А то, что у них есть семейный портрет, отсылающий к президентам на горе Рашмар, это не нарциссизм и возвеличивание себя, а просто со скульптором забыли обговорить детали. Отец семейства — золотой человек. Несмотря на то, что весь в делах, он замечательный семьянин, любит и не забывает про жену и ребенка. И само собой на благотворительность он денег не жалеет. А еще представьте, он никогда в своей жизни не уволил ни одного сотрудника. Он всегда говорил, если люди спокойны за места, они работают. С радостью и хорошо. Просто человечище. И пофиг, что сотрудник может быть профессионально непригоден или нарушать трудовую дисциплину. Главное, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. На российском производстве исповедуйте такой принцип, посмотрим, что получится. И вот с такими вот благородными принципами Ричард Рич построил свою многомиллиардную империю. Я предупреждал, что будет много сарказма. Я понимаю, что кино детское, но, блин, ребята, остановитесь, прошу вас. Дальше больше. Вот как миллиардер предлагает поступить с нерентабельной фабрикой. Сначала модернизируем, переоборудуем, а потом передадим контроль над заводом рабочим. Ричард, замечательный план. Отдать фабрику рабочим. Вау, самый богатый в мире капиталист, чьим идеям респектнули бы большевики. Где вы такое увидите? Знаешь, он просто уникум. Ну, оставим главу семейства. Главный герой — это юный Ричи. С самого детства чувак купается в роскоши. Собственные американские горки. Подарок папы на Рождество. Ну а чё, нормальный подгон. Страшно подумать, что дарит такому ребенку на день рождения. Моя классовая ненависть растет. А знаешь, что я получил на Рождество? Я получил блок сигарет. Папаша сгреб меня в охапку и сказал: «Обкурись». При этом ребенок не избалованный, адекватный, и деньги его совсем не интересуют, как других мажоров. Мы только и говорим о деньгах. Нет, что поприятно. Пошел ты, Ричи. Я согласен, что деньги не главное в жизни, но давай вот без этого. Ха, нас деньги не волнуют, мистер Хьюз? Да, раз они есть.
Деньги не волнуют вас, потому что они есть. В целом же Ричи хороший, воспитанный мальчик, любит бейсбол, разве что от занятий отлынивает. И тут я его не понимаю, если бы нам в школе на химии вместо зубрежки таблицы Менделеева показывали такое шоу, было бы прикольно. Но в плане образования времяпрепровождение бесполезное. Профессор Кинбин демонстрирует ребенку последние изобретения, сделанные на деньги его отца. Как будто отчитывается перед инвестором, а не ведет занятия. Странный урок по химии, неизвестно чему должен научиться ребенок. Не того учителя химии назначили. Изобретения, к слову, настолько фантастичные и безумные, что черепашка Донателло сказал бы: ну да, пошел я. Типа машина, что перерабатывает мусор в шары для боулинга. Это волшебство. Однако, как и завещал Чехов, все эти приблуды сыграют свою роль в сценарии. В общем, странноватый урок по химии, другое дело решать бизнес-кейсы на занятиях с такими же мажорами. Не только неэтично, но и незаконно. А мне всего 12. Меня не привлекут к ответственности. Без суда не имеете права, я малолетка! И да, некомфортно самому богатому ребенку с такими же богатыми сверстниками. Какие-то они душные и думают только о бизнесе. При умножении капитала это хорошо, но только при наличии стратегии развития. Я могу сказать одно. Потребительские товары. Классный понт, чувак, и очень в контексте. Я могу сказать одно, ставка рефинансирования. Я могу сказать одно, декларация независимости. Короче, не нужна такая компашка Ричи. Он хочет дружить с нормальными нищими детьми. С отсутствием нормальных друзей связана главная печаль богатенького Ричи. Не покайфовать ему. Бедный мальчик. Ничего себе бедный, он самый богатый мальчик в мире. Видно, у тебя нет детей, Дейв. Ой, ты бедненький, как же тяжело быть ребенку-миллиардеру. У тебя есть все, даже собственный Макдак и американские горки, но не с кем разделить эту радость. Сейчас слез накапаю в кастрюлю с гречкой. Не зря же говорят, богатые тоже плачут. Если без сарказма, то такая себе печаль и внутренний конфликт. Страдания от отсутствия друзей, да, рядовой зритель может понять. Но для этого денежный вопрос не важен. Можно не иметь друзей, будучи простым ребенком. А такое явление, как классовый барьер приобретения друзей, ну, не знаю. Здесь помешанность золотой молодежи на финансах и нежелание жить как обычные дети слишком гиперполизированы и далека от реальности, чтобы это могло зацепить. Ты какой-то странный, Ричи. Я должен лететь с отцом в Токио по делам фирмы. У меня собрание попечителей. Нельзя целый день штаны просиживать. Надо деньги зарабатывать. Внешний конфликт начинается, когда Ричи якобы становится сиротой. В личный самолет родителей, что летели в гости к британской королеве, неприятели подбросили взрывчатку. На борту были только родители Ричи, они сами пилотируют самолеты, у богатых свои причуды. Обнаружив взрывчатку, ее выкидывают за борт, но взрыв успел повредить самолет. И благо родителям удалось спастись. Кстати, монтажное решение чередовать американские горки с падением самолета родителей мне понравилось. А главный редиска Лоренс Ван Док уже облюбовал кабинет Ричарда Рича и готов взять узды правления корпорации в свои руки. Я бы хотел почтить минутой молчания память мистера и миссис Рич. Но ведь смерть еще не установлена. Вы что тут устроили? Не обнаружено ни самолет, ни тела. Позже дворецкого Кэтбери арестуют по ложному обвинению за хранение взрывчатки. Была найдена бомба с детонатором в комнате Герберта Кэтбери. Вы убили Ричарда и Реджину Рич. А при задержании можно так говорить? Еще же ничего не доказано. Так нельзя! Его следует судить! И вообще, как можно кого-то обвинить в убийстве людей, чья смерть, повторяюсь, не подтверждена? Это первое. А второе, с чего вообще кто-то взял, что самолет взорвали? Может, просто эти двое не справились с управлением? Никто не знает, что произошло на самом деле. Самолет не обнаружен, нет никакой экспертизы. Я уж молчу, что правосудие не парится о том, а зачем это дворецкому, какие мотивы? Не могли ли его подставить, кому это было выгодно? Ладно, детское кино, заткнулся. Вернемся к противостоянию Ричи и Ван Дога. 1-0 в вашу пользу. Клево, что там был невидимый фотограф, что сфотал Ричи именно в этот момент. Юному герою предстоит бороться со злым Ван Догом и на совете директоров, и в личном противостоянии. Печально, когда злодей со второй попытки не догадывается выстрелить в голову, но по делам ему. Предстоит еще много тупников, но все закончится хорошо. Злодей наказан. Исправительными работами, а как вы думали? Всего-то покушение на жизнь 3 человек. Семья воссоединяется, Ричи находит себе настоящих друзей, и все понимают, что главное не деньги, а настоящая дружба. И вот эти новоприобретенные друзья, кстати, тоже такое себе. Кроме этой девахи, у других вообще индивидуальности не наблюдается, тупо массовка. Хотя не, вот этот любит пожрать, прописали персонажа. И кино-то на самом деле неплохое, оно легко смотрится, но какое-то получилось пустое. Из темы богатого принца можно было вытащить какую-нибудь, пусть банальную, но понятную зрителям мораль, а не вот это. Самый богатый в мире мальчик. У него есть друзья. Друзья, они навсегда.
Придирки к условностям фильма — это именно придирки, это не делает кино плохим. Весь этот внешний культ бабла, образ добрейшего до наивности миллиардера и прочее лежат в основе концепции богатенького Ричи в принципе, не только в этом фильме. Да и подобное утрирование свойственно детскому кино. То, что хромает логика повествования, скрипя сердце, тоже можно простить, по крайней мере это двигает сюжет. Мне кажется, главный минус фильма — концентрация на внешнем конфликте, а не на внутреннем. Внешне присутствует почти всегда в таких фильмах. Здесь это борьба с коварным Ван Догом, но без внутреннего конфликта сюжет всегда беднее. Тут герои не меняются, не испытывают внутренних дилемм, а в конце они такие же, как были в начале. Такое простительно для сериала, где герои сохраняют статус-кво, но в полном метре это смотрится скучновато и затянуто. Любой конфликт сканал бы, та же тема дружбы. Типа избалованный капризный ребенок становится адекватным и понимает, что главная ценность — это дружба и любовь. Поверхностно, да, но это хоть как-то бы добавило красок повествованию. А не то, что герой страдает от недостатка друзей, потом они у него появились и страдания прошли, но при этом Ричи не приложил усилий, чтобы разрешить свою боль. За что далеко ходить за примером? В другом фильме с Маколеем Калкиным герои успевают и одолеть бандитов, и многое осознать для себя. В целом же фильм уж точно не зашквар, он способен принести удовольствие, но слишком ровный и, как по мне, не сильно увлекательный. В комментах делитесь мнением, также предлагаю пофантазировать. Напишите, что вы, будучи ребенком с неограниченными финансами, приобрели бы себе. Если поставишь лайк и подпишешься, то финансовое изобилие придет. Может не сразу, но когда-нибудь. С вами был Старый Видик, пока. Но мне не хочется сегодня тренироваться. Занятие проведу я. Трахаться незамедлительно.